И вначале добавляем куб в нашу сцену. Переходим в режим Edit Mode. Переходим в режим отображения ребер. Все ребра у нас выделены. И немножко скруглим наши углы. Добавим сегментов. Добавим 2 перпендикулярных ребра по всему периметру. Ctrl-R. И еще одно ребро. Ctrl-R. Теперь то, что мы добавили, полностью выделяем. Shift-Alt. И опять же Ctrl-B. Бевелом растягиваем эти одиночные ребра в двойные ребра. Здесь уберем количество сегментов. Теперь я хочу отделить эти полосы, наша будущая такая обвязка ленточкой, от этого куба, чтобы это был отдельный объект. Shift-D, то есть дублирую. Видим, что это у нас уже что-то отдельное. Ctrl-Z. Shift-D. P. P и Selection. И теперь в объектном режиме мы видим, да, что у нас это отдельный объект. Выделяем его. Переходим в раздел модификаторов и добавляем модификатор Solidify. В настройках Solidify добавляем примерно вот такую толщину. Уходим в минус. Теперь опять выделяем наш куб. Переходим в режим редактирования Edit Mode и добавляем еще ребер нашему кубу. Ctrl-R. И примерно на 1/3 опускаем. Это у нас будет как бы крышка нашей коробки. Это основная часть коробки. Можно так включить прозрачный режим. Можно сочетанием клавиш Alt-Z и выделяем верхнюю часть коробки. P. Selection. Все это у нас теперь отдельная коробка. Отдельный объект. Теперь переходим в объектный режим. Выделяем нашу крышку. Опять Edit Mode. Прозрачный режим. Shift-Alt-F. Заполняем эту плоскость. Ctrl-B и скругляем наши углы. Опять же добавляем сегментов. И теперь то же самое делаем для коробки. Выделяем коробку. Переходим в Edit Mode. Прозрачный режим. Shift-Alt. Выделяем этот набор ребер. Опять же F. Заполняем. Ctrl-B. И скругляем наши углы. Давайте посмотрим в объектном режиме, что у нас получилось. Получается уже вот такая вот симпатичная коробочка. Теперь давайте слепим бант. В объектном режиме добавляем кривую Curve Path. G. Передвигаем ее вот сюда. И масштабируем по оси X. Сожмем ее слегка, чутка. G двигаем. И в режиме редактирования уже будем сейчас формировать наш бант.
Клавишей E можно добавлять точки. В объектном режиме Set Origin to Geometry пока что делаем. Переходим в настройки кривой. И в разделе геометрия экструдируем примерно на 0. Ну, примерно вот так. Теперь сделаем нашу ленту не просто плоской, а добавим ей ширины. Для этого нам нужно переконвертировать нашу кривую в mesh и затем отмасштабировать по оси Y. Добавим ей ширины. Посмотрим сверху, что у нас получается. Правой клавишей мыши Origin to 3D курсор. И теперь нам нужно сделать 4 такие петли для нашего бантика. В объектном режиме дублируем Shift-D и разворачиваем RZ90. Enter. И опять же Shift-D, RZ90. Enter. Shift-D, RZ90. Enter. Смотрим, что у нас получается. И теперь последний штрих. Можем добавить сюда такую заклепочку. Добавляем Mesh UV Sphere. G. Поднимаем ее. Scale. Уменьшаем, масштабируем. И еще масштабируем по оси Z. Сплюснем ее. Примерно вот так. G по оси Z. Опускаем. Промазали. Сейчас подгоним. Так, посмотрим. G по оси Z. G по оси Z. Чуть повыше. Enter. В принципе, можно еще отмасштабировать. Уменьшить ее. G, Z. Вот, примерно как-то так. Выделяем все. Правая клавиша мыши и Shade Smooth. Сгладим весь наш объект, все шероховатости, немножко округлим. Вот такой презент у нас получился.